Всем привет! Сегодня такое видео для начинающих. Сегодня мы сверстаем форму для регистрации и авторизации. Использовать будем формик и для валидации прикрутим YAP, так как вручную писать валидации как-то что-то неинтересно. Что ж, не будем долго рассусоливать, а сразу приступим. Начнем верстать нашу форму. Но для начала, наверное, надо почистить наше клиентское приложение, поудалять лишнее. Создадим папочку post, сменим out, turn, return. С чего? Зря там. Как-то так. S, X. Мгм. Дальше у нас будет разделение на две папочки, как sign in. Так. Six. Page. Формы у нас пока нет. Page 6. У меня есть темплейты. Не очень. Экспорт. Function page. Div. Так. Теперь мы можем проверить. У нас уже есть открытая. Sign in. Так. Если надо, твоя компания. Потому что мы сделали просто экспорт. А надо Vault. Sign in. Vault. Проверим работу Sign up. Sign up. Все работает. Теперь мы можем приступить к верстке. Так как у нас какой-то отдельный layout может быть для этой страницы, то мы для этого и сделали. Так как на конкретной странице будет, грубо говоря, только форма, а все остальное, вся остальная мишура будет храниться в layout, потому что, в принципе, она одинаковая для страницы регистрации и для страницы авторизации. Поэтому давайте сделаем, разделим экран как-нибудь на две части. И будем набрасывать наш макет. Для начала нам надо сделать какой-то бокс, ну, в моей голове. К какому-то стилю мы придерживаться не будем, просто будем придумывать из головы. Class name.
Border. Net. Сделаем сереньким. У меня тут ошибочка в имени. Not React Component. Что-то не то. А что это? А, та же история. Default. Угу. Так, слишком большой какой-то радиус. И слишком светлое. Давайте добавим padding. 4. Сделаем ширину какую-нибудь 1/3. Здесь мы сделаем тоже классные. Flex. Выровняем по центру и по горизонтали и по вертикали. Тут нам понадобится высота и не выровнялось. Почему? Потому что у нас есть свой главный layout, который full. Нет. Давайте еще поудаляем наши заготовочки. Вернее, не наши заготовочки, а дефолтовую страницу. Немножечко почистим. И удалим. Вот как-то так. Дальше. Мы вернемся в наш layout для поставим наш скрин. Вот теперь у нас наша страница, вернее наша форма выровнялась. Дальше мы добавим новую папочку. Структура наших папок также немаловажна, как и архитектура всего нашего приложения. В принципе, для каких-то фронтенд приложений люди ссылаются на структуру папок как на какую-то архитектуру. Хотя здесь тоже есть спорный момент, является ли это архитектурой. В том смысле, в котором его могут воспринимать другие люди. Да, это как часть архитектуры, но не основная ее характеристика. Я располагаю какие-то зависимые компоненты или какие-то элементы внутри каких-то целевых урлов. Так как они зависят как раз-таки от вот этой страницы и, скорее всего, будут использоваться только здесь. Если же у меня есть какие-то общие компоненты, которые мы посмотрим немножко дальше, такие как, например, поле для ввода или кнопка, то тогда я их всегда выношу за пределы роутинга и уже там делаю их максимально общими. Так, ну здесь мне
нужно будет добавить форм. Здесь у нас используем наш темплейт. Здесь будет div. И просто сделаем так. Сделаем дополнительный индекс. Чтобы обращаться напрямую к папке Companions. Так. Вот так. Я не мастер писать какие-то красивые интерфейсы, поэтому, может быть, в следующих каких-то видео я найду красивый шаблон, и его мы будем использовать. Но пока нам будет достаточно и этого. Так как это форма авторизации, то, да и вообще для работы с формами, нам было бы неплохо завести какую-нибудь тулзу, которая нам поможет это сделать. Я обычно вот использую формик, который отлично помогает делать различные формы, добавлять валидацию и тому подобное. Для валидации формик предлагает использовать я. В принципе, он меня тоже вполне устраивает. Сразу мы его добавим и начнем как раз таки с валидации. Вот у нас есть пример. Tailwind нам, вернее, GitHub Copilot нам любезно предлагает уже готовую какую-то валидацию. И в принципе она нам подходит. Дальше мы идем по примеру. И просто копируем. Мгм. Не забываем про импорты. Так. Давайте сделаем вот так. Вынесем initial value, email, password. 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 Посмотрим, что у нас получилось. Error у нас получился, потому что, скорее всего, из-за того, что нужно использовать use client. Так как эта библиотека не поддерживает какой-то, вернее, она поддерживает сервер-сайд рендеринг, но все равно для того, чтобы сделать какие-то экшены, для какую-то валидацию, там необходимо использовать состояние на клиенте. Поэтому мы используем аннотацию как useClient, чтобы сказать next, что это клиентский компонент. И его нужно рендерить на стороне клиента. Так, по идее нам вот это не нужно. Для того, чтобы
не заморачиваться о валидации или отображении ошибок в самой форме, а делать это через какой-то компонент, например, там field, там текст field или еще чего-то. Как я уже говорил, можно делать какие-то общие компоненты. Например, вот shared, создаю папочку, там component, components, components. Здесь мы сделаем form. Здесь мы сделаем text field компонент. Да, вложенность немножко большевата, но в принципе терпимо. Делаем div. Добавим индекс. Yes. Old as. Здесь мы можем взять просто вот так вот, по примеру, выдрать какие-то компоненты, какую-то разметку. Здесь сделать интерфейс, который stands HTML attributes. Сделаем мета. Который будет пробрасываться, пускай пока они, я точно не знаю, как этот тип называется. Здесь мы сделаем мета. Вот так. Остальное все будет field props. Это будут стандартные пропсы, которые есть у инпута. Также мы можем выделить как name. Placeholder. Name мы не будем выделять. Type у нас будет здесь всегда текст, потому что у нас текстовое поле. Также мы создадим formic text field. TSX. Text field. Тут мы берем вот так вот пример. Интерфейс. Oops. Name. String. Value. Change нам не нужно. Всем вот этим будет заниматься наш формик.
Зададим. Попробуем так. HTML. ML. Input elements. Вот так. Голосование. Всё. Визуализируем. Так. Здесь мы у нас прокидываем текст field, где у нас field, мета. Посмотрим, что у нас за тип. Field meta props. Meta props. Так как у нас текстовое это, то тогда string. Окей. Сделаем его необязательным. Вот так. Теперь у нас, по идее, готовый компонент. Вот это нам не нужно. Вот теперь этот компонент можно использовать в нашей форме. И спокойно его стилизовать. Так, где наша форма? Вот наша форма. Да, путь, конечно, получается не близкий, но чисто потому, что нам нужно индекс ts. Так. И заиспользовать эту форму вот так. Ругается у нас на тип. Он, наверное, стоит тоже унаследоваться. Угу. Вот так. Вот мы уже видим, что валидация работает. Но надо добавить немножечко стилей. Так, классный. Border. Full. Rounded. Padding 2. Сделаем. Текст сделаем large. Так, у нас не подходят какие-то типы. Почему? src components app shared. Вот. Не забываем, что если мы добавляем какие-то дополнительные папки, из которых нужно забирать классы Tailwind, нужно их, конечно же, добавлять и сюда. Tailwind config.
Иначе они не прорастут в результирующий бандл. Так, закрываем. Также можно добавить лейбл. Будем использовать tag ID для связывания. Вернее, не tag, а hook. ID. Use ID. Так. Также label. String. И отображать будем только когда его пробросили. Так. Также его нужно добавить и сюда. Потому что это нестандартный. Какой-то... Посмотрим, что у нас тут. Email, ID сгенерировался. Ну и хорошо. Вот теперь у нас вот такая вот форма получилась. Давайте добавим сразу label или placeholder. Email. Placeholder. У нас не пробросилось. Хорошо. Сделаем вот так. Применим деструктуризацию, чтобы не прописывать все вот эти какие-то имена по 150 миллионов раз. Дальше у нас добавим сюда классные. Разделим их оси Y. Даже может 4. Окей. Для вот этого red. Вернее, у нас текст red будет такой. И сделаем маленьким. Также мы пропишем сюда классы. Ага. У нас нету такой функции. Да. И это верно, что у нас ее нет. Для того, чтобы она появилась, там мы можем использовать уже готовую библиотеку, но она уже немножечко устарела, и поэтому по гайдлайнам говорят, что нужно делать дополнительную функцию уже свою и устанавливать несколько библиотек. А именно, yarn add, чтобы не ошибиться,
Noise X. У нас пока только 2 библиотеки. Давайте создадим еще одну. Как раз таки для каких-то утилит. Просто JS. Utils. Run. 6. Не важно. Labs. Utils. Проверяем пути. Все хорошо. Генерируем. Закрываем. Создадим такую UI. Utils. Test. Export. Function. Class name. Посмотрим, как нам там предлагают ее сделать. Вот так и сделаем. Не будем выдумывать что-то свое. Да, по сути, эта функция сводится там к каким-то... Вот эта библиотека сводится к каким-то нескольким функциям или вообще одной. Точно не помню, но писать не сильно хочется. Поэтому будем использовать уже готовое. Вот это нам не нужно. UI utils. Рассмотрим пути. Немножечко ошибся. Utils. Все. Теперь мы, по идее, сможем ее использовать здесь. Import. Send. Вот как-то так. Зачем нам делать вообще эту функцию? Потому что мне не особо нравится использовать... Где она? Сейчас найдем. Сейчас найдем. Использовать массив для обозначения классов. Я раньше использовал ClassNames библиотеку и синтаксис добавления каких-то условий для добавления новых классов мне больше нравится через объект. И вот эта функция как раз-таки адаптирует наши объекты к аргументам, которые понимает Tailwind Merge. Вот как-то так. Так, у нас здесь, как обычно, ошибочка. Не может найти. Ну, давайте перезапустим. И тогда она сразу должна понять. Все. Все у нас есть. Так, это можем закрыть. Здесь мы... Ну, пока оставим. Для чего же я это вообще делал? Как раз таки для того, чтобы border red добавить. Чтобы у нас были красные еще и holder
Текст. Red. Вот так мы еще и placeholder тоже. Но можно сделать посветлее, добавив прозрачность. Вот как-то так. В принципе, все. Ну, я не хочу заморачиваться сильно на данный момент. Добавим функцию onSubmit. Const onSubmit value. Вот так. Здесь у нас Мгм. Вот как-то так. Застилизуем еще, наверное, кнопочку. Сделаем и небольшой апгрейд. Тоже добавим border. Тоже добавим padding. Round. Добавим. Добавим, может, div. Flex и сместим вправо. Добавим какой-нибудь color. Background. Что-нибудь более жизнерадостное. Давайте-ка green какой-нибудь. Да. Пускай будет так. Sign in. Еще добавим одну секцию, а именно для перехода на sign up. Либо можно добавить как отдельную кнопочку. Вот здесь. Тоже мы ее добавим. Border мы. Фон мы добавлять не будем. И добавим space по x. Вот как-то так. И тогда мы будем перенаправляться на другую страницу. На странице регистрации сделаем тоже. Давайте сразу добавим стили для нашего заголовка. Текст-центр. Сделаем какой-нибудь фонт. Medium. Даже нет, давайте. Light. Uppercase. И margin bottom 4. Здесь будем использовать нашу форму. Так.
Так же, как и в прошлом примере, для формы авторизации нам понадобится useLent использовать, так как это будет клиентская часть. И отсюда мы можем просто взять, скопировать часть нашей формы, потому что она, в принципе, будет идентична нашу функцию submit. Ну так, sign in. У нас здесь будет полей немножко больше, а именно какой-нибудь first name, required, last name, password и подтверждение пароля. Тоже required, но давайте сразу проверим работу. Работает. Type password тоже. Валидация для пароля работает. Осталось добавить first name и last name. Вот как-то так. Давайте скопируем наши. Это закроем, это закроем, закроем. Тоже можно уже закрыть, тоже закроем. Скопируем наши стили и добавим их сюда. Угу, да, чтобы у нас начал работать какая-то какой-то роутинг, нам нужно использовать ссылки, которые предоставляет нам Next. Ой. Мгм. Чё, реально, что ли? Нет, вру. Для того, чтобы Next помогал нам загружать какие-то страницы, нам лучше использовать компонент link из пакета Next. Тогда Next будет делать предварительную загрузку, и тогда у нас переключение между страницами будет происходить намного быстрее. Вот. В принципе, тоже мы можем немножечко поиграться со стилями. Сделать, например, font light. Light. Uppercase. Тоже можно сделать. Сюда добавить тоже. Наши текста тоже можно holder uppercase, placeholder light, holder текст.
Вот, немножечко посимпатичнее. Давайте перейдем на страницу авторизации. И здесь мы тоже обновим стили. Также можно, наверное, добавить какой-то shadow. Может, какой-нибудь фон. Ground. Gray. Здесь сделаем white. Чтобы как-то выделить, сделаем пошире. Нет, так мне не нравится. Две. Вот. Ну или одна вторая. Тоже подойдет. Ну, в принципе, можно оставить так. По крайней мере, пока. На этом мы закончим. Мы добавили две формы для авторизации, для регистрации. В следующих видео мы попытаемся расширить этот функционал. Так что всем спасибо за внимание. Всем пока.